И снова здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Эш, и сегодня мы с вами рассмотрим пример того, как стабильная последовательность альбомов оказалась на сегодняшний день намного выгоднее периодических релизов с попытками смещения жанров и стилей. Безусловно, когда речь заходит об альбомах данного товарища, не так много чего нового вообще можно сказать, кроме разве что каких-то совсем мелко-малюсеньких подробностей в текстовке, которые на этот момент стали чуть-чуть ярче других. Но дело ведь не только в этом. Бонис, или Bones, или Костян, как хотите. Это рэпер, о музыке которого мы говорили неоднократно, и я перестал следить, собственно, и обозревать его музыку, и новые релизы в частности, только потому, что они выходили, слишком уж часто, и практически никак не разнились между собой. Это всегда был какой-то такой крипово-мыльный бит и вокал, собственно, маэстро с текстом о хасло-сэшировании и агрессии к ньюскульной рэп-сцене. Почему тогда вообще я обратил внимание на свежайший релиз Offline? Как минимум потому, что 2020 год не так уж бодро-то и начался, наоборот, он начался довольно скудно, а после проходника от Suicide Boys, который включать повторно не захотелось, аж до сих пор даже ни разу, у меня все еще теплилась надежда на то, что Bones своей стабильностью, как-то порадуют хотя бы привычным стабильным уровнем своего контента. И как бы это ни было странно, так и случилось, так и порадовал. Как и обычно, это еще одна серия из цикла житейского сериала Маэстро, где он просто-напросто делится своими рефлексиями вокруг да около. Тексты треков стоят на все том же фундаменте посыла типа «Я элитариан, ты пролетарий», «Я самый оригинальный андеграунд, все остальные у меня воруют». Не забывая, конечно же, о загробной и травокурной тематике, куда ж без этого. То есть, ровно все то же, что и раньше. Вот только есть, пару таких небольших новиночек. Это правда. Во-первых, мне не так часто удавалось услышать у маэстро тематику отношений, в которых он признавал бы свою вину за все свои личностно-отношенческие косяки. Естественно, это было завернуто в загробную эту упаковку и стилистику. В итоге текста некоторых треков были похожи на что-то типа «Я был твоей могилой, в которой тебя похоронил», как-то так. Параллельно с этим в некоторых треках проскакивает тематика трудолюбия и одержимости своим собственным творчеством, и своим любимым делом. Так, например, в треке Father Time он говорит, что ему ничего не преподнесли и не подарили, а всего он добился, самостоятельно, соответственно. Плюс, в этой работе мы видим, как он описывает свой каждый день неудавшимся, если он не посочиняет что-нибудь, то есть, если он не сделает что-то полезное для себя, то день для него не состоялся. В любом случае, для меня этих мелких вкраплений оказалось достаточно, чтобы выделить его среди прочих других релизов, соответственно. Несмотря на то, что процентов таких 80 текстовки остались неизменными, как по ритмике, так и по содержанию. Музыкально у меня альбом вызывал такие ассоциации, скорее грустно-релаксовых альбомов Бониса по типу какого-нибудь условного paid programming, причем как первого, так и второго, кстати, где в основе практически всех битов стоит либо чистый гитарный звук, отыгрывающий пару аккордов или пару нот по струнам, либо вокальный сэмпл, задавленный по эффектам и размазанный по биту. Первая реакция от начальных треков, что биты лежали где-то рядом с работами Shiloh Dynasty или Dynasty, не суть важно, Lil Peep или Nothing Nowhere, причем при этом не было ощущения вторичности и какого-то пародирования всех вышеупомянутых ребят. Естественно, ритмика и барабаны варьировались от олдскульно-бумбэповых структур до ньюскульного гудения басом и трескотни по хай-хэтам, что опять же не является сверхновинкой и чем-то вообще отличным от любого другого пересечного трека Бонса. Но почему-то его привычность и узнаваемость оказала на меня намного лучшее впечатление, чем даже его предшественник I Feel Like Dirt, где практически не ощущалось никакущей свежести. Никак. Вокально здесь маэстро опять дает ровно все то же, что от него ожидают, плюс адекватно исполненное песнопение под автотюн. У меня реально возникало дежавю с последним альбомом Suicide Boys, где их автотюновые пения были опять же представлены, причем впервые и так довольно плотно. Вроде бы очень похоже, меланхолия и мелодрама в настроении, но почему-то мне Бонис звучал намного органичнее и в
контексте нужного настроения. Плюс сами вокальные линии были чисто технически прописаны, ну все-таки посильнее. Про олдскульную читку Боунса, как и его трейдмарковая сэш, вот эти вот типа концовки, да, на одном слове, я даже упоминать не буду, поскольку это уже стало реально его визитной карточкой, от которой уже никуда не денешься, и которую уже реально даже не замечаешь среди всего. Хорошо вписался пар Джуси Джей и Ральф Костелли в соответствующие треки, где каждый звучал ожидаемо, органично и в контексте. Ну вот, что характерно, не так же, ведь сложно делать фиты, просто сделайте в контексте, и все, и будет вам счастье. В итоге, получилось так, что слушалось все это дело с интересом, развлекало вам качем и сменой состояния от бодрости до расслабленной меланхолии. Потому для меня эта работа, это вполне себе таки достойные 3,5 из 5. Да, это одно и то же, ровно то же самое, что и раньше. Да, минимум какого-то там свежака или экспериментов, но именно сейчас, когда конкуренты либо отмалчиваются, либо выдают какие-то непонятные работы по качеству и по содержанию, он сработал для меня на ура. Бонис давно стал своеобразным музыкальным Макдональдсом, к счастью или к сожалению, в котором ты знаешь, чего хочешь, и получаешь ровно то, чего хочешь. Естественно, это работает далеко не всегда, и не очень, кстати, работало на его альбомах вообще последние пару лет. Но для 2020 года это уже огромное человеческое спасибо за приятный слушательский опыт. А так это все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк. И если вы оказались тут впервые, то не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, слушали вы альбом или нет, понравился вам альбом или нет, и на что мне сделать обзор в будущем. Также не забудьте поделиться своим мнением со мной в Твиттере, ссылочку к нему вы найдете в описании к данного видео. И стрим в пятницу на Твиче и в воскресенье на Ютубе в 15:00 по Киеву. Приходите, будем обсуждать много всякого разного. А так, это все на сегодня, дамы и господа. Всем спасибо и всем пока!